Так, а сейчас внимание, шок-контент. Что, господа, всем добрейшего, прекрасного утра из Вьетнама. Из такой красоты. Это у нас второй выпуск из отеля Selectum Noa. Добро пожаловать. Куча эмоций, куча красок, куча красоты у вас сейчас будет выпуски. Поэтому смотрите обязательно до конца, не перематывайте. Здесь будет 2 выпуска с этого отеля. Смотрите все подробненько, только потом делайте выводы. Не надо смотреть кусочек, делать вывод. А потом приезжайте и говорите: ой, а мы не знали, что здесь не так. Я в 2 выпусках все подробно вам расскажу, покажу. Ну, я думаю, что вы влюбитесь в этот отель. И вообще во Вьетнам, наверное, тоже. Все, сразу поудобнее. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Обязательно поддержите видео лайком, комментарием. Под видео, как всегда, будут все ссылочки, чтобы вам посмотреть в хорошем качестве, без VPN, на той площадке, которую вы любите. ВК, Рутюб, Дзен, ВКонтакте, что угодно. Вот поэтому заходите, спускайтесь и смотрите. Так, ну также, если хотите поехать отдыхать, тоже под видео ссылочки сохраняйте. На Жанну, она и ее команда, 9 менеджеров с любой точки России вас отправит в любую страну мира. В самый лучший отдых. И по поводу квартир тоже все ссылочки под видео. Без агентской комиссии, вся первичка России, 33 региона. Продать хотите или купить, потому что сохраните себе. И зарубежка. Турция, Дубай, Таиланд, скоро еще Бали будет. Ну, Бали уже тоже можно. Сейчас в августе будет поездочка, не знаю, поеду то или нет. Вот, заходите, сохраняйте, и на будущее вам всегда пригодится. Захотите купить или продать квартиру, все, лучшие менеджеры, без агентской комиссии, первичку, вторичку уже по комиссии, по согласно законам той страны, где вы хотите купить. Всем доброго, прекрасного утра из Вьетнама. В отеле Selectum Noa. С таким прекрасным видом на море мы просыпаемся. Так, ну как и любое другое утро, на все включено. В отеле у нас начинается с завтрака. Можно сесть на улице с таким прекрасным видом. Сейчас немножечко жарковато с утра, поэтому лучше внутри. Будем завтракать в одном из 3 ресторанов. Будем вот это на пляже. Пляжный ресторан Эль Примо. Смотрите, какая красота на завтрак. У нас тут яичница, омлет. Уже пожарный. Хочешь такой, с икрой, лодочкой, кружочком, чем угодно. Здесь у нас можно кубо себе приготовить. Много ингредиентов. И вам там нальют бульончик. Здесь жареный помидор. Ой, бекон, ну какая красота. Горячий копченый бекон, жареный под яичницу. Сама оно. Здесь найдите кофейку себе. Здесь у нас с вами вино красное-белое. С утра, пожалуйста. Не рекомендую. Бар, напитки вон там. Напиточки, апельсиновый сок с арбузом. Фреш арбузный даже есть. Лед можно добавить. Можно вьетнамский завтрак себе сделать. Как вот наложить ингредиенты всяких, и что типа сэндвичи приготовить или в духовочку здесь запечь. И все, фреш прямо арбузный, прям фреш. Место, где можно посидеть. Так, здесь себе еще сэндвич можно сделать. Положить варенье, масло, круассанчик взять, что это еще там поджарить, гриле можно. Здесь мед, джемы, тоже всякие варенья, фруктов себе наложить разных. Так, здесь у нас фруктовая вечеринка, бананы, манго, арбузики свежие нарезают, ананас, драгоний фрукт. Очень много-много всего. Маракуйя даже есть. Так, здесь сырная вечеринка. Сыр можно, мясца себе, как он, колбаски нарезать. Паштет положить. Здесь у нас холодные блюда. Нарезанная морковка, капуста, салатики какие-то намиксованные. Маслица, оливки, маслины. Здесь салаты, зеленушечка разная. Вот бананчики, пловушки, воробушки. Молоко можно заправить себе. Так, здесь мини-панкейки. Сэндвичи, вафли. Это вот мы с вами с этой стороны были. Так, здесь у нас еще закрытые есть. Супчиков пару видов. Овощной суп и суп из говядины. Здесь вареные яйца. Вчера я ел жареные яйца на гриле. Сегодня смотрел. Зайдите, посмотрите. Это очень вкусно было. Мне прям понравилось. Прям на гриле делать. Так, точечка здесь на гриле. Это у нас овощной запечень. Что за запечень овощной у нас? Ну, что-то типа гратена. Здесь макарошки. Так, тут у нас говядина. Это у нас такое шакшуша. Здесь дальше у нас томатный соус с фасолью. Здесь куриное филе. Так, здесь рис. Пропальное тушеное свинина с яйцом. Это прям яйца. Видите, как они так, наверное, сварили и сюда вот выложили.
Слушай, ну достаточно. Пойдемте, набирай. А вот здесь еще сосисочки у нас. Как я к ним пробежал. Телячьи колбаски называются. Вот так вот я себе яичнички с беконом от души наложил. И капучино. Сварю сейчас здесь как раз зерна. То есть свежеваренный кофе можно сделать. Зерновой. Так, и пару фруктовых тарелочек. Вот еще манго появилась. Шикарно. Ну, завтрак обалденный. Прям очень все вкусно. И виды здесь прекраснейшие. Так, ну что, мы позавтракали. Все обалденно. Прошлись. Сейчас пойдем вот сюда. Здесь, смотрите, у нас расписание. Где что, когда проходит. Телеграм, я тоже все это публикую. Заходите, прям сохраняйте. Прям все онлайн в формате. Уже вчера это даже было выложено. Вот, все. Прям этот расписание отелей тоже показываю. Полотенце здесь можно взять у главного бассейна, возле главного корпуса. Либо вот здесь вот возле третьего ресторанчика, к которому мы еще не добрались. Возле бассейна тут взять полотенце и отправиться или здесь полежать, или на пляж. Так, здесь же у нас бар, можно взять водички с собой, или пенных напиточков, или еще что-нибудь. И отправиться на пляжик. Вчера мы с вами у бассейна были, вот сегодня первым делом на пляж. Красота здесь, конечно, вообще нереальная. Вот эти пальмы. Вообще сочетание с морем, с горами. Мы вчера когда приехали, я прям охну. Так, ну что у нас на пляже, смотрите. Дорожки деревянные, зонты. Здесь вот рассказывают, что будет, если вы вдруг пойдете в обратное течение. То есть надо в сторону плыть, в бок. Поэтому очень аккуратно плавайте. Но это как бы везде такое может случиться. И даже в Анталии. В Алании, точнее, в Анталии я такого не наблюдал. Так, ну смотрите, время у нас 10 утра. На пляже места полно. Слушайте, очень удобненько. Сейчас мы уже расположились. Никто никому не мешает. Все на расстоянии так удаленно друг от друга. Мест свободных очень много. Но местные они не загорают особо. В отеле много местных отдыхает. Вот, а иностранцы в основном на пляже. Здесь у нас, видите, деревянные дощечки. Я вот иду, кстати, они нагретые, но не очень-очень сильно. И песочек. Сейчас посмотрим, как то. Очень много места на пляже. Видите, там у нас дальше еще и волейбол, и футбольные ворота, и такие навесы какие-то стоят, наверное, больше для спортзон. И песок, кстати, не очень горячий. Вчера днем приходилось немножко бежать. И море, конечно же. Красотища. Заряд вам всем пенных морских, как всегда, вьетнамских. Здесь очень классно, смотрите. Песчаная линия огромная, километров 8-10. Там горы, там туманчик такой в горах. Очень классно, конечно. И пляж мягкий-мягкий песочек, сейчас я вам покажу. И там вот он мокрый, а здесь сухой. То есть, видите, фракции песка, как вы сами смотрели всегда. Такой мягенький песочек, не мука, не как на Мальдивах, но приятно. Кстати, цвет немножко камера искажает, я вчера посмотрел. Из-за того, что влажность, он более такое все белое, более дымчатое. А на самом деле все более зелененькое. Ну, море не зеленое, море вот как есть. Наверное. И заход здесь плавный. Видите, вон там вдалеке люди, это там можно стоять, вот по шейку вон там. Плавный очень заход, с детьми будет комфортно. Ой, водичка хорошая, свеженькая. Ну, вообще просто сказка. Обязательно защищайтесь от солнца. Сейчас у нас индекс уже 9. То есть все, что там 5 и выше, уже не стоит. Вот, мажьтесь, полтинничек там с собой берите, защищайте кожу. Я еще не помазался, просто кепку надел, но вам рекомендую. 2 года Турция прожили. Очень заметно это на коже сказывается, на лице. Ой, много мелких рыбок, вода кристальная. Чистая, вообще прозрачная. Мелкие рыбки. Берите с собой очки, маски. Сейчас я туда попозже тоже схожу, поплаваю. Если что-то интересное будет, я вам потом подводный мир здесь поснимаю. Вот, обернемся на отель. У нас, кстати, там главный корпус, там бунгало. Там стройка, отель какого-то замороженный. С той стороны жили. Сегодня у нас прошло переселение. Вы сейчас тоже все увидите попозже. Обзор номера, все вам попозже покажу. Вчера уже поснимал. Пока чистенько все было, новенько. Пальмы. В общем, красота. Все, заряд у вас пенных всех. Оставлю вас на берегу. Вон, видите, мелкие рыбки плавают. Пойду положу камеру, возьму очки и на разведку в морскую пучину отправлюсь. Это морскими огурцами. Классно. Видите, волны они идут, но они легкие такие. Тишина, потом раз, 2-3 волны легеньких приходит. Так, сегодня у нас, кстати, 2 августа. Вы просите озвучивать в комментариях. Потому что просите, стараюсь потом все в видео реализовывать. Читаю и вам потом здесь выдаю. Так что пишите ваши там вопросы, ваши пожелания, если вы там отдыхали здесь.
тоже пишите комментарии, и в Телеграм заходите, там комментарии пишите. Вот, ну красота. Кстати, деткам вот здесь можно жилеты брать. Прямо у бассейна, бесплатно, наверное. Ну, они там висят, подходишь, берешь и пошел. Видите, какой вон труд блогерский. Ты вот вместо того, чтобы прийти, пойти купаться, пошел, поснимал, пошел камеру обратно положил. Потом только пошел купаться. Но у меня было это хобби, поэтому если отели сами платят, то многие, кстати, блогерством заняться, думают, что все отдыхи идут ходить бесплатно. Нет, за все платим, поэтому отзывы у нас об отелях чистые. Я могу, честно, я могу показывать все, что захочу, любые минусы, любые плюсы. Поэтому все у вас будет по-настоящему. Хочется, конечно, платить, занырнуть, отдохнуть. Слушайте, было бы классно вот здесь вот поставить шезлонги в тенечке, и вообще просто кайф. Ну, тут есть просто лавочки. Так, душ, ноги помыть можно, но если там большая очередь, подходим, ведерки такие стоят, а там ковшик и водичка. Главное, чтобы вода была, вот там нет, и тут нет. В общем, вот так вот еще можно почерпать и воды налить, ну, на ноги и помыть ноги. Здесь, конечно, классная зона в тенечке, прям обалденно. Потому что на пляже немножко жарковато, песок нагревается. И прям кочегарь. Тут, когда ветер, хорошо. Ветром вообще качается. Но вот здесь было бы идеально. Я там даже думал шезлонг принести. Ну, наверное, нельзя. А то бы все бы принесли. Так место позволяет, конечно. Так, давайте сегодня на обед пойдем в этот ресторанчик, который находится возле бассейна. У моря. I love Select он здесь. Слушайте, ну виды обалденные. Мне вот это место напоминает чем-то. Последний раз мы на Мальдивах были. Вот прямо один в один бассейн. Океан там был. Здесь, конечно, море. Зеленушечка, пальмы. Место вообще класс, прям. Кто любит глазами радоваться, вот приезжайте сюда и радоваться. Так, в общем, в бикини вход невозможен. Еду выносить нельзя. Плавки, нижнее белье снимаем. Одеваем сверху сухие шорты. Мокрую одежду тоже нельзя. Ну, кстати, расписание. Значит, что на паузу ставьте. Или в Телеграм я показывал. Вам еще, наверное, отсвечиваю. Так, заходим. И здесь сразу у нас шведочка пошла. Шведочка, бар. Блин, сколько здесь еды. Снимать, не переснимать. Ладно, сейчас по-быстреньку поснимаем. Здесь посидеть можно. Тут у нас соки, воды, нектары. Что тут только нету. И молоко кокосовое, не кокосовое. Так, а сейчас, внимание, шок-контент. Голова крокодила. И это не искусственная голова. Это реально жареный крокодил здесь дают. Кукурузкой так, невзначай. Кто пробовал? Я сейчас возьму обязательно попробовать. Так, здесь еще кальмар с имбирем, но это не кальмар. А, кальмар, да, маленький кальмарчик. Ой, сколько еды, омлетики жарятся. Так, конечно, у нас такое блюдо из свинины. Здесь, в общем, конечно, очень много еды. Просто выбирай не хочу, два зала с едой. Так, рис, это что такое, какая-то рыбка. Есть горшочки всякая, вермишель. Оп, рисовая. Свежая рисовая вермишель, соусы разные сюда. Да, вот это пельмешки, как эмбрионы их Жанна называет, очень вкусно. Вот это с креветками, а там из креветок, да, начинка из фасоли золотистых. Вьетнамский торт, ну, он безвкусный, я вчера пробовал. Вареная кукурузка, ой, ну красота такая. Морковки можно добавить. Вот смотрите, ну, туда заходить можно, здесь заходим, здесь просто вообще рай. Очень много всего, прям сильно подробно не будем, а то выпуски у нас просто затянутся. Сейчас что-то вот типа зелень, не буду вам снимать. Огурцы тоже. Все понятно, вот такие роллы я вчера ел, очень-очень вкусные роллы. Так, здесь у нас что? Здесь что-то тоже овощи какие-то. В общем, здесь все надо брать по чуть-чуть и все пробовать. Это язычок говяжий или говядина. Сало, смотрите, любителям. Еды национальные, традиционные. Чесночок, еще хлебушек и вообще красота. В общем, все надо брать и все по чуть-чуть обязательно пробовать, потому что я вчера очень много всего набрал, было реально очень вкусно. Так, рис простой, пойдем дальше. Карри куриная, и жареная лапша с курицей. Здесь рыба на пару. Крокодил, конечно, меня удивил. Жареная оленина. Что ж такое-то? Всех животных тут. Кальмары с перцем. Ой, ну, конечно, вообще столько блюд. Так, здесь что? Видите, вот блюдо с свининой, все по-русски написано. Это у нас осьминожек, вижу. Всех собрали, кого только можно. Здесь курочка, да, сульповидная, да, запеченная курица с сливочным маслом. Зелень какая-то у нас. Тут еще жареная говядина. Говяжья грудинка, написано рис. Это у нас один зал. И там еще один зал. И с таким прекрасным видом на море можно трапезничать. Это вот омлетики, это вьетнамская пицца. Hello.
Очень вкусно, я вчера ел, мне прям понравилось. Здесь еще есть бибимбам. Бибимбап. Не знаю, что такое. Здесь еще рис можно добавить. Так, здесь возле бара две байды с вином. Мне так интересно было, кстати, внутри холодные. То есть ты наливаешь им прохладить. А, и там как термос сделанный. О, прям холодок идет такой. Две бочки. Красная и белая винишко, пожалуйста. На баре пивка можно взять, там напитков. Локал напитки, кстати, ничего. И фубу. А, вот смотрите, пиво как наливают сразу, чтобы в очереди не стояли. Подошел, кружечку взял, а то и две. И поел. И вот здесь фубо. Супчик, вот он при входе, я спросил. Как я пролетел незаметно. Берем ингредиенты, добавляем мяско, овощи. И делаем себе фубо, традиционное блюдо местное. Так вот сюда все окунают, чтобы все нагрелось. Потом наливать бульончик. Вам дают. И вы всякие добавочки сюда еще можете накидать. Перчик. Thank you so much. В общем, я себе туда еще и перчик, и чесночка. Проростов набросал. Должно быть очень вкусно. Слушай, и там еще одна зона с едой. Здесь при входе попкорн можно взять. Так, здесь еще, смотрите, Kids Corner. Что-то тут с чем-то. А, ну куриная каша. Яичный суп, то есть деткам положить можно сосиски, отварные овощи. Тут у нас макароны. Мясков макаронов. Картошечка фри с чем-то. Типа с этим, с чипсами перемешанными. Представляете, такие, знаете, воздушные. Попкорн. Обалдеть. Детство. Ну и мороженое можно наложить. Ну, взрослым тоже можно. Айскрим с 12 до 2. И пойдемте в другой зал еще сходим. Вот это очень вкусно, кстати. Вьетнамский нудл суп. Фубо мне прям понравилось. Very good. Very good. Еще от мяска надо было побольше себе добавить. Вот такого. Чтобы прям обалденно было. Так, и вот здесь еще отдельный зал с десертами. Ну, можно здесь посидеть тоже. И поесть. И фрукты, и десерты здесь. Арбузы. Что тут у нас? Хикама. Не знаю, что такое хикама. Ни разу не пробовал. Апельсин. Так, дальше пойдем. Драгонфрут прям целый. Арбузики целые. Зеленый яблок. Смотрите, маленькие яблоки тут. Лонган. Так, это значит такое слива. Мандарины. Рамбутан. Кстати, рамбутан это другое. По-моему, у нас... Нет, подождите. Так, вот, смотрите, чили, соль есть. Это как называется? Это, по-моему, не рамбутан. Что-то напутано. Так, здесь у нас, смотрите, маракуйя. Это... Там драгоний фрукт и папайя написано. Это не папайя. А, вон там папайя, это этот какой. Типа груши, короче, египетской. Так, десертики. На них подробно не будем становиться, очень можно себе положить. Кстати, десерты сладкие. Хочешь чашечка, хочешь без чашечка. Суфле. Здесь у нас соус чили, кетчуп. Что-то типа пиццы. Халяль фуд. Пожалуйста. Пиццечка, вот такая вот красота какая. Вот так, здесь еще тоже всякие лепешки, типа полусосиска в тесте. Кусочек сосиски в тесте. Так, и здесь что у нас? Лед, кокосовое молоко, смотрите, белого цвета, да. Непрозрачный. Это кокосовое, да, это кокосовое молоко. Рисовая каша, фруктовая каша. И как вам шведский стол, пишите. Ну, учитывая, что это только один из 3 ресторанов. 3 ресторана. Мне нравится здесь, пошел дальше, там поел. Так, ну после обеда удалось нам занять здесь места, освобождать. С утра все занято. Сейчас все прям полусвободные вообще места найти можно. Так, и здесь же рядом бар. Вот, кстати, коктейли себе можно наделать. Если у вас все включено, фреш отдельно. Ну, вы знаете, сколько стоит? 50 тысяч, по-моему. А, вот кокос, кстати, за 50 тысяч можно взять. Это где-то в районе $2 будет. Пиво здесь бутылочное. Вот такое вот наливают в стаканы. Сейчас посмотрим, сколько там градусов. Так, вот такое пиво здесь. Сайгон 4,3 крепость. Ну, оно пьет, ну, такое легенькое, светленькое. Так, и вот здесь еще, смотрите, коктейльная карта. Пиноколада. Там Apple, можно все и разные себе набрать. Я все хочу посмотреть, какой у них тут, допустим, ром и виски. Все локальное, то есть все включено, это на локальных напитках здесь. Без импортных. Так, вот такой ром здесь. Ну, по вкусу мне напоминает чем-то как-то кубинский. То есть нормальный, не как, знаете, такой местный турецкий ром, который нельзя вообще пить. То есть нормально. Ну, я думаю, что в Азии примерно все одинаково, потому что вот в Таиланде мы были, там вообще очень вкусный ром. Так, потом еще, смотрите, виски здесь есть. Hero такой, с тигром. А, этот, джин. Джин. А, джин есть, ага. Тоже local, да?
А еще что есть? Водка. Вьетнамская водка. Do you know Russia водка? В общем, вот такие вот напиточки. Ну, вроде нормально. Я вчера стаканчик выпил с колы. Вроде ничего по вкусу. Thank you so much. Так, а с 3 до 4:30, здесь расписание в Телеграм тоже выложил, можно устроить чаепитие. Давай посмотрим, что там у нас на чаепитии происходит. Я смотрю, люди там прям едят полноценно, не только чай пьют. Смотрите, классно, везде висят объявления, что здесь на пляже шезлонги, неиспользуемые более 30 минут, будут переданы другим гостям. Молодцы, вот я тоже за это оставил занятые шезлонги с утреца. Полчаса тебя нет, до свидания, иди в другое место ищи. То некоторые займут и на экскурсию куда-нибудь уезжают. Мест поэтому никогда нет. Очень правильно делать, молодцы. Так, ну давайте посмотрим, что у нас на чаепитие. Чай, естественно, есть. Соки. А, это чай с клубникой, смотрите. Миринда. Так, лед. Можно себе накидать. А, это bubble tea, знаешь, шарики такие. Сейчас дети очень любят. Вот это очень вкусно. Это маринованный имбирь. С сахаром и сиропе маринованный. То есть сладкий имбирь. Очень прикольно. Тоже такие добавочки. И это один из 3 ресторанов. Кстати, про крокодила я попробовал. Что-то между курицей и рыбой. Ну, то есть попробовать, да, вот отдельно я вообще никогда бы не заказывал бы. Ну и жалко, как крокодил. А с другой стороны, не ты, вот так он кого-нибудь. В общем, так, попробовать нормально, а постоянно есть, конечно, такое не будешь. Так, арбузы, еще фрукты, как было. Личи, да, вот эти, у них написано лонган. Это личи вроде, да, это рамбутан. Там внутри тоже типа личи такой. Так, еще фрукты здесь, арбуз, драгоний фрукт, маракуйя. Так, здесь еще десерты, булочки, ну, в принципе, что все на обед был. А, ну вот, смотрите, еще бургеры с говядиной, говяжьи бургеры, так, очень аппетитно выглядит. Можно еще добавочек себе накидать, поэтому кто не успел поесть, и жареная оленина еще. Видите, как сделано. Ну, в общем, полдник по-нашему, можно сказать, чаепитие. Ну, то есть, как буфет такой, видите, не мини-обед. Так, единственное, хотел сказать, кофе нет. Вот видите, как-то кофе здесь, вот было кофе вот так налито. И еще какой-то кофе с молоком, типа вот такого готового налито. Не хватает аппарата с кофейком. Такой что-то как-то не очень хочется. Хочется прям кофе. Вообще отлично. Никаких бургеров есть не надо. Ешьте фрукты. Это очень полезные фрукты. Они все нереально вкусные. Сливы и все вообще. Вот эти все местные драгоны, шмагоны. Прям реально все очень сладенько, очень вкусно и полезно. Так что заряжайтесь витаминами. Анимация, смотрите, стрельба из лука есть, ну там по расписанию можете посмотреть. Тоже ходят, зовут, всех зазывают. Вот здесь сейчас какое-то мероприятие там с рупортом. Всех зовут, приглашают. Там вот боча, геймиксы, железные шары метают. То есть анимации хорошие, все прям зовут, молодцы. В расписании вот паузу ставьте или в Телеграм смотрите. Сейчас надо будет зафоткать. Будете понимать, чем можно будет развлечься. Так, сейчас второй планет. Мои тучки пришли. Я прям даже этому рад, потому что вам советую мазаться, посмотреть, что происходит. Я на солнце практически не был. Так, в море добегал, искупался и в тенечек. Просто сгорел. Я прям это ощущаю на себе. Вечером еще хуже будет. Поэтому обязательно мажьтесь. Спасайтесь от солнца. Так, сегодня заката нету. Смотрите, давайте покажу вам вечернюю атмосферу на море. Смотрите, сколько людей купается. Сейчас самое интересное в 6 часов должно быть. Я надеюсь, дождусь и покажу вам, что будет происходить. Но прямо, смотрите, вот видите, там буйки, тут буйки. Можно здесь спокойно купаться. Но всем как-то на волнах нравится прыгать. То есть там, где буйки, там зона ответственности спасателей. За буйками уже спасатели как бы вас спасать не будут. Что происходит такое на пляже? Акула, что ли, приплыла? Охранник пришел с каким-то рупортом. Ну-ка, пойдем посмотрим. Из пляжа прям это в море, смотрите, выбегаю. Давай, включай свою сирену. Сирену включай. Контент где? Смотрите как. Акула, видели, всех выгоняет из моря. В общем, здесь на самом деле 6 часов вечера, вот без 1 минуты 6. Приходит мужчина и всех выгоняет, чтобы никто не купался. Видите, как всех зазывают. Так, ну, если честно, ожидал более такой, орущие сирены, ну прям контент сейчас будет такой, знаете, а он слегка повключал пару раз. Ну все выходят, послушать. Так, смотрите, там у нас ресепшн, где мы заезжали, и здесь есть бильярд. Вроде как бесплатно можно поиграть. С 8:30 до 5 обратитесь к сотруднику детского клуба. Вам дадут карточку. Там большой детский клуб. Так, здесь еще есть центр детский с теннисами. С играми всякими, не знаю, платно здесь уже бесплатно. Смотрите,
какой мини-клуб детский, огромный батутный центр, там зоны. Сейчас работа, там написано, с перерывчиком работает. И здесь еще тоже мини-клуб детский, занимаются. Здесь же еще есть мини-маркет. Вот, и алкоголь тоже продается. Если кто любит выпить, то в этот отель берите, идете фри что-то импортное, если вы хотите. Здесь есть местное. Местный ром, местный виски я показывал. В принципе, ничего, типа как кубинского. Но если вы любите прямо оригинал такой, то берите с собой, идете фри. Так, на ужин сегодня пришли в Эль Примо, опять ресторан, который возле пляжа. Сегодня здесь все другое. Вот кальмар жареный, рыбка жареная. И здесь каждый день все меняется. Так, смотрите, сегодня здесь есть жареное мясо питона. Хорошо, голову не положили. Змеиный, я взял кусочек попробовать. Но вчера было как-то больше рыбы, больше всего вкусного. И как-то более такое обыкновенная вся еда. Вчера прям было вообще круто посмотреть предыдущий выпуск обязательно. Кукурузка вареная, рис, вареные овощи. Так, ну что, пробую питона. А вкус что-то типа курицы. Один в один, как курица. Причем вкусно, крокодил менее вкусный. Питон вкуснее. Нет, смотрите, сегодня борщ еще есть. Ну так, на больше, конечно, похож на капустный рубель. Ну, сегодня такое все более обычное. Здесь я даже снимать не буду. Все такой простой рыбка, там что-то какой-то рис, плов, овощи. Вчера, конечно, вообще шикарный был ужин. Прям вообще вот, вьетнамская там что ли блюдо была кухня. Так, сегодня выходим с ужина. Тут опаньки. Бар какой-то образовался на пляжу. Практически. Музыка там играет. Тут напиточки. Коктейли. Лед, напитки. Пенные, не пенные. И там вот какая-то вечериночка происходит. Вроде как пенная должна быть. А так посмотрим сейчас, что там будет. Пуфики всякие наваливали. Сейчас детская вечеринка, а попозже будет взрослая. Разожгли огонь. Теперь его тушить надо. Пенная вечеринка. Мальчика. Сосиска вылетает. Смотрите, какая плотная пена. Дети там потеряются, мне кажется. Вчера мы обедали возле бассейна в том ресторане. Сегодня пойдем пообедать в том ресторане. Смотрите, здесь гамаки есть, лавочки, всякие лежанки полежать можно, пуфики. Здесь всякие мероприятия тоже проходят, активити разные. Это большой плюс, конечно же, что ты можешь передвигаться под этими пальмами. Помимо того, что ты не сгоришь, ты просто зарядишься красотой вот этой. Голубой, зеленый, желтые цвета. Всегда заряд позитива приносит, энергии. Это, конечно, очень классно. Идешь, тенечек, прохлада такая. И красиво, безумно красиво, конечно, место здесь. В самом начале видео я вам показывал, в первой части. Здесь пляж. Вчера вот здесь вот было вот это как раз шоу. Вот они, буквы I Love Selection. Ноа. Там вот, кстати, водоспорт есть. Так, смотрите, первое отличие от того ресторана. Здесь есть гриль уличная, курица жареная, там пиццечка. Здесь у нас такое халяль фуд. Можно себе макарошек пожарить, ингредиентов любых добавить. Здесь лепешечки пекла, ну вот как раз пиццу здесь и делают. Типа лахмаджуна, кстати, похоже. Турецкого пиццы. Можно на улице сесть, можно внутри, но внутри попрохладнее. Так, винишко, как на ужин. Бар, тоже напиточки вам показываю. Кстати, местные можно пить напитки на тайские похожи. Мне кажется, они здесь в одни делаются. То есть как в Таиланде, там очень хороший ром. И здесь прям даже по вкусу одинаковый, сладковато-ванильный вкус. Мне кажется, вся Азия, они на одной теме готовят. Уже проверили, нормально. Так, что тут у нас? Кукуруза отварная есть. Рис. Овощи отварные. Давайте примерно все то же самое, что там, я не буду снимать. А что-то новое, да, вот вам покажу тоже фубо. Только вот я вчера с мясом видел, оно вроде есть с мясом. Очень вкусно, обязательно есть. Вот сегодня даже яичко можно добавить. Здесь еще жарят омлетик какой-то. Что это такое? Блинчики, вьетнамские блинчики. Очень вкусно, кстати, тоже берите, ешьте. Так, овощи, салаты. Все нормально, есть. Так, что тут у нас вкуснее? Вот эти роллы очень вкусные. Овощные и бывает даже с мяском попадаются.
Так, здесь станция канапе, куриный рулет. Читаю, как это сало, пожалуйста, любите. Чесночок здесь даже можно найти, там где футбол, там есть чеснок. В общем, можно себе прям булочку взять и еще борщ осталось. И фрукты, все то же самое есть. Драгоний фрукт, папайя, маракуйя. Манго, если хотите, просите, они достают откуда-то. Сейчас, видимо, не сезон, что ли, манго. И порежут вам. Я прошу, меня прям всегда достают. Я люблю манго. Кстати, кто не знал, в одном манго спелом 40-45 грамм сахара. Представляете, одна чайная ложка — это 5 грамм. Представьте, сколько ложек манго. Так что с ним аккуратнее, но он очень полезный. Очень много. А, Б, С, там витамины. Так, мяско, рыбонька, овощи, мяско. Так вот, дословно не будем перечислять. Борщ вот есть, видите, как я говорил. Ну, борщ тут, конечно, наш борщ не сильно похож, но кто сильно соскучился, можно все равно насладиться. Так, хлебушек, пирожные, десерты разные. С двух сторон аж можно подойти, взять. Так, ну и гриль. Ну и с другой стороны еще салаты. И, в принципе, обеды здесь не сильно густые, ну, как бы съесть, вы видите, можно и рыбку, и мясо, все найти, можно еще плюс гриль на улице. В общем, все отлично. Все, всем приятного аппетита, пойду тоже трофей. Я здесь каждый день ем фубо. Очень вкусно. Сегодня даже орешки он добавил. Свинина сегодня, видите, мохнатенькая такая, не бритая. Там разные кусочки, есть с костью, есть и вот такой на выбор. Но в том вот ресторане там есть с говядиной. Вот мне с говядиной больше понравилось, потому что полезно. А здесь и с курицей вот чередовалось, сегодня с свининой. В общем, очень вкусно. Всего сюда накидываете себе и едите. Это традиционное национальное блюдо фубо, поэтому обязательно ешьте с разными ингредиентами. Проростки вот обязательно добавляйте, такие сладенькие. Да, вот смотрите, здесь, кстати, по напиткам есть черный ром. Вот он, самый вкусный. Есть золотой ром, есть белый. Белый менее вкусный, вот этот вот. Золотой берите или черный вот этот. Я черный еще не пробовал, золотой пробовал, белый тоже пробовал. Белый мне не очень понравился. Ну, на кубик я смотрел выпуски. Сначала делают светлый, потом золотой, потом темный. Чем больше бочек выдержан, тем тем лучше, чем качественный, более выдержанный получается. Все остальное я не пробовал. Но пить можно. Ну, соответственно, вместе с этим там любые коктейли себе можно сделать. Даже майта есть. Светлый ром, темный ром. Ничего себе, попробовать. Вообще майта очень вкусная обычно. Будьте аккуратны, чтобы он на голову не упал. Кокос мне сейчас упал, слава богу, я успел поймать. Видите, растут. Действительно, от кокоса очень много людей помирает. Но здесь вон специальные ребята рубят ветки, любят кокосы. Я там его нашел, не надо врать. Там валялся. Он опять его стащил. Тот стащил кокос. Мальчик, который... Он взрослый, третий раз. Сейчас отдам, сейчас отдам. Сейчас контент поснимаю и отдам. Я там нашел его. Кто-то у них украл и мне отдал. Мальчик украл. Я видел, как он бежал, кстати, бросил. Сейчас я вам отдам кокос. А есть чем? Есть чем рубить-то у вас? Да, вот. Да, вот. Клюшкой? Клюшками можно рубить. Можно дяде попросить, он откроет в баре. Вот. А где вы его взяли? Там ушли. Дядя рубит, и вам отдали. И, внимание, вопрос. Как вы думаете, для чего вьетнамцы носят такие шляпы? Ответ в предыдущем видео был, что если кокос на голову падает, он поскользящий, опаньки, и в бок сходит. Ну и, конечно, плюс от солнца защищает. Так что тоже надо такую шляпу приобретать уже. I love selection Noah. Пожалуйста, не хочешь идти, можно на трансфере поехать. Здесь у нас возле главного корпуса каскад из бассейнов. Активити какой-то нереальное. Там этот сейчас аквабайк шоу. Или как его? Ну, гимнастика очень водная, вы поняли. И мы сейчас на баге едем на горочке вот сюда. Вот. До 5:30 работает, к ресепшену подводит, а здесь уже одной ногой подать. Здесь у нас ресепшн, главная выездная группа и сразу же аквапарк. Добро пожаловать. Идет парковка, куда мы приезжаем в Турции на машине, в отеле обычно. Но сюда на машине не доедешь. Столько местных. Здесь, смотрите, можно в гольф поиграть на поле. Гольф платный. Жанна, гольф платный. Для тебя все бесплатно. Спасибо. И для вас тоже. Все для тебя. Не, ну клюшку вы можете с собой привезти на всякий случай. Нет, здесь дают клюшки
Вроде бы. На мини-гольф. Горочки очень высокие. Еще, оказывается, парк птиц какой-то есть. Смотрите, сколько там птиц. Ничего себе, но это, наверное, с другой стороны обойти. Так, вот вход в парк птиц. С 2 до 4, полчасика мы осталось, через такую цепь проходим. Так, и здесь же еще детский аквапарк. Еще есть футбольное поле, теннисный корт и маленький теннисный корт. Ну, наверное, типа для пазла зона. 3 часов работы. Проходит через металлические решетки, чтобы птицы не вылетели. Здесь такой райский уголочек. Без солнышка. Павлины, мавлины, курочки. Ну, там нет, а есть такие птицы, есть так громко орут. Так свистнешь разочек, они так начинают орать. О, давай. Ай, какие классные. Ой, все, теперь его не остановить. Речушка, ух ты, смотрите, золотые рыбки тут плавают. Ничего себе. Так, наверное, думают, что у меня корм. Ну, что у нас тут еще есть? В общем, птички, попугайчики, петушки, тут по звукам. Написано, где какая птичка сидит. Красиво. Ой, что-то вот вообще решетка фокусируется. Водопадик тут небольшой. Тут такой райский сад. Ой, это что? Так, вон горочки. Обалдеть, какие огромные. И сюда вылетаешь, здесь поплавать можно в бассейне. Так, здесь у нас первый уровень горок. Вот так они проходят. Красота. Смотрите, какая горы. Пальма. Вот это унитаз. А, унитаз это был нижний. Она закрыта сейчас, видите? Нет воды. И еще выше есть уровень. О, я познал. Вот это как раз и есть. Там, куда на рампу потом вылетаешь. Вот сейчас, видите, я поеду. Вон так, опа. Потом тебя волной вот наверх. И потом еще резко вниз. Теперь пойдем повыше попробуем. Чем выше, тем веселее. Так, поднялись на самую верхушку. В общем, туда он не разрешил мне. Одному, говорит, только вдвоем. Придется вот с этой, наверное, ехать. Посмотрим, какая самая экстремальная. Лом-лом-лом, посчитаем и поедем. Наверное, вон оттуда лучше. А, это не работает. Блин, я как раз на этот толчок смотрел. Вот розовый еще есть. Но вот на розовый девчонка там снизу царапалась до крови. Вот здесь не поеду. Наш отель строящийся. И все остальное. А здесь поеду. Так, в общем, поеду на этой, которая самая вроде как экстремальная. И когда вот так держаться. А, меня уже уносит. Аккуратно, девчонка здесь ногу порезала. Бля, ни хрена себе. Аж трусы слетели, шорты. Голый вылетел Вася. Ни хрена себе. Пипец, она экстремальная. Там просто в свободном падении пролетел. Несколько секунд просто в воздухе летел. Я не понял, что происходит. С воды набрал. Обалдеть, вот это экстрим. Вон следом мужик вылетел. О, я просто до мозгов, вода дошла. Нос куда. Вот это да. Ой, ну классно, слушайте. Так, здесь вода вообще просто огонь, наверное, все 36. Сейчас померим. Ну классно. Нос надо только затыкать чем-нибудь. Так, и сейчас желтую опробуем горочку. Вода-то высохла. Здесь такой жар отсюда идет. Видимо, сюда сплю. Здесь надо вылетать и держаться двумя руками, поскольку я одной держусь, камеру второй, мне пришлось поднять ноги вот так вот, попу, я себе в итоге отбил. Ну не сильно. Так, нормально. А вы держите просто, съезжай, без камеры. Так, здесь пенная вечеринка проходит, пока мы на горку катаем. Пропустили. После горочек мы еще успели на чаепитие. Сюда вот только в этом ресторане, потому что в том ресторане
в котором море чаепития не было, там уже к ужину готовить. Возможно, еще в главный хостел, мы вообще туда ни разу пришли. Там мне сказали, что очень много вьетнамцев, они там туда ходят, потому что тем, кому дают сюда путевки на отдых, у них не все включено, у них только тот ресторан, поэтому в их ресторанах меньше народу. То есть отель заполнен полностью, здесь народу не так много, на пляже народу не так много, потому что вьетнамцы днем не загорают. И, в принципе, очень прикольно получается. Отель полный, в стопе, отдыхать ему очень комфортно. Вот филечек вот здесь сегодня нашли, я, кажется, он здесь стоял, возле барной стойки. Очень вкусный вот с этих аппаратов из кафе идет, очень вкусный, зерновой. Так, вот оно, то место, где проходит шоу. Караоке могли видеть, вот он бар. Так, сегодня он были красный бассейн, фонтан. И МДВ вчера был, не знаю, может здесь был и бассейн. Ну, вот так вот, там тоже типа мини-сценка, что не знаю, что там вентилятор стоит, их, по-моему, здесь расставляют. В принципе, обдувает и комфортно. Пойдемте, вам еще здесь территорию покажу. Вот он, детский мини-клуб, здание я вам показывал. Здесь еще есть такая горочка для деток. Можно полазить, побегать. Видите, все такое в пальмочках, в тенечке. Сейчас вот здесь чем классно, вот там 3 часа наступает, и ультрафиолет индекс очень сильно падает. На 4. Сейчас, видите, локата вообще 2. Хотя солнце светит, на пляже еще есть солнце. Так, и вот они у нас каскады бассейнов, лежаки встроенные. Вот сейчас была пенная вечеринка, мы проехали мимо. Это прям активное было движение. Вот еще не все рассосались. Там бар, у нас еще здесь же тоже полотенце можно взять. Туда не ходит, у нас вот возле главного корпуса, где мы с вами сняли наше первое видео. Так, вон он, бар. И сейчас музычка еще какая-то играет. Солнышко уже туда ушло, на ту сторону. Сейчас к закату будет готовиться. Так, давайте вам еще вечернюю атмосферу покажу. Из нашего номера. Вот и на бассейн, вон маршрутки ходят. Ну, отельный. Вон амфитеатр. Там зона пляжа. Там зона вот этих вилл, 3-этажных номеров еще. Вон там бассейн, который пляжный. У нас и переезд произошел. На ту сторону жили, тут кто заметил. Настройку, потом мы сказали, ну, пожалуйста, поменяйте номер. Они поменяли. Если свободно, меняют, если нет, ну, еще за зависимости от уровня категории номера. Так, и с селектом сегодня нас опять радуют креветочки. Сегодня не жареные, сегодня отварные. Very good. И шримс. Здесь еще у нас еще есть кальмарчик. Так, мне вот ребята тут подсказали, что креветки где-то здесь. Я пришел, подхожу к тете, знаешь, что я говорю? Я говорю, шримс с вармой? То есть шримс это креветки, а варма это по-турецки типа. Есть? И он мне сказал, да, вот сейчас это туда положили. Причем, кстати, это отель же турецкой сетки, да? Этот все же знают, да? Selectum Family, Selectum Luxury Resort, где у нас обзоров, кстати, тоже много. И здесь работают турки, представляете, я сегодня выхожу, мы смотрим, турки, они меня смотрят, я говорю, мераба, мераба, я нас сын, они такие в шоке, нас сын. В общем, мы с ними тут поулыбались, повеселились. Они были в шоке, конечно. Знаете, они во Вьетнам приехали работать, тут с ними по-турецки русский человек говорит. Так, и пельмешки сегодня еще. Ну, так все, в принципе, одно и то же. Повторяться вам уже не буду. Вот. Но мы вот как-то вот в этот ресторанчик все время ходим, здесь больше всего нравится нам. Здесь, смотрите, еще есть майтай, коктейльчик, это делается вот черный ром. Сейчас сделали. И я попробовал вот этот черный ром. С колы очень вкусно, очень классно. Прям вот реально как кубинский ром. Прям очень хорошее качество сделано. Только вот в этом ресторане здесь вот, и вот это мясо, вот, которое слева, если смотреть на пляж. Давайте я вам днем еще эти каскады бассейнов покажу. Так, мы сейчас уже отчаливаем в другое видео, в другой отель. Здесь рядышком 2 километра. На такси поедем. Что по этому отелю выводы какие? Вернулся еще раз, да, вообще с огромным удовольствием. Мне зашло прям на ура, всем зашло на самом деле. Все очень классно, очень. Занятый тапки кто-то на пляже перепутал и забрал. Я их отдал свои, сам иду пешком. Уж горячо идти. Там вот по травке сейчас пойду. Здесь вот пройдусь. Слушай, все очень классно, мне все очень понравилось. С плюсов что? Еда обалденная, фруктов много. По напиткам как бы тоже нормально все. Вот. И что из плюсов, что я говорю, что здесь вьетнамцы, получается, в этом ресторане в основном едят. А в тех, ну, иностранцы и какая-то часть вьетнамцев, кто на все включено, поехал. Если из-за этого нет очередей, ни в барах, ни в ресторанах. Вообще очень классно. Из минусов горячий бассейн, ну там. И, кстати, попрохладнее намного вообще такой, прям градусов, наверное, до 30, там 35. Но это, наверное, один из минусов, и все, остальное все классно. Ну, развлекаловки не так много, вот по вечерам, кто любит. То есть там пару дней было, потом лотерея вчера была. До нас тоже, говорит, ничего не было. Ну, то есть не такой, не сильный активити, ну, достаточно, на самом деле. Там люди все равно собираются, вчера в мафию играли, еще что-то. Вот, а так очень классно. Тот бассейн, кстати, не горячий, чтобы вы знали, тот горячий. Вот. Так все очень круто. Все, как всегда, замечательно на отдыхе, мелочей, держать солнце, морем, вкусняшками, пиками, облепихами.
водичкой. Увидимся с вами в следующих выпусках. Огромное всем удачи и пока. Все, вещи собрали. Говорим пока-пока. И смотрите, какая красота. Просто как на Мальдивах, наверное, да? Днем вам покажу еще эту атмосферу. Кстати, такси здесь можно пользоваться InDrive или Grab. Но вот в InDrive как попроще было, Grab там что-то как с регистрацией сложность. Все, выбираем. Здесь стоит оплата по месту, по факту, наличными. Выбираем машину, потом они предлагают цену. Вот сейчас за 81 тысячу поедем. Это получается 247 рублей, либо $3. Ну, тут ехать нам недалеко совсем. Вообще такси тут недорогое. Это вот Honda Civic, за нами приехал, можно выбирать водителя, выбирать машину.